Всем привет! Сегодня 16 января и 16-й день нашего марафона «Русский 2021». Сегодня очень полезное видео. Мы, наконец, разберемся, как использовать вопросы «а ты?», «а вы?». Эти маленькие вопросы мы задаем в конце фразы, когда хотим, чтобы другой человек тоже ответил на этот вопрос. Давайте посмотрим на примеры. Меня зовут Мария. Меня зовут Мария. А тебя? А вас? Меня здесь винительный падеж, поэтому тебя и вас тоже винительный. Секрет в том, что нам нужна одна и та же форма. Полный вопрос будет «как тебя зовут?», «как вас зовут?». Вы, конечно, хорошо знаете эти вопросы, правда? Поэтому краткая версия «а тебя?», «а вас?». Мы сохраняем ту же форму, винительный падеж. Номер 2. Как дела? Хорошо. А у тебя? А у вас? Почему здесь такая форма? Потому что полный вопрос «как у тебя дела?», «как у вас дела?». У меня все хорошо. А у тебя? А у вас? Мы опять повторяем ту же форму, которая должна быть здесь. Но обычно мы ее не используем, пропускаем. Дальше, номер 3. Я преподаватель. А ты? А вы? Я именительный падеж, поэтому ты и вы тоже именительный падеж. Полный вопрос: а кто ты по профессии? А кто вы по профессии? Да? Я преподаватель. А ты? А вы? И 4-й пример. Мне нравится бегать. А тебе? А вам? Мне это какой падеж? Дательный падеж. Поэтому тебе и вам тоже дательный. А тебе нравится бегать? А вам нравится бегать? Конечно, это не все варианты. Может быть любой падеж, но всегда работает такой же принцип. Мы повторяем такой же падеж. Здесь винительный и здесь винительный. Здесь именительный и здесь именительный. Здесь дательный и здесь дательный. И так далее. Итак, давайте попробуем. Я буду говорить вам немножко другие примеры, а вы спрашиваете: а тебя, а ты, а тебе, а вас, а у вас, а вам и так далее. Сначала я буду писать ответы на экране, и вы просто их читаете. Готовы? Меня зовут Мария. Я работаю здесь. У меня есть кошка. Мне нравится рисовать. Мне холодно. Я свободно говорю по-русски. Отлично. А сейчас я повторю те же самые вопросы, но уже не буду писать ответы на экране. Попробуйте задать вопросы сами. Итак, меня зовут Мария. Я работаю здесь. У меня есть кошка. Мне нравится рисовать. Мне холодно.
Я свободно говорю по-русски. Отлично! Я жду ваши ответы в форме аудио или видео в нашей группе. До встречи завтра!